Всем привет! В этом видео я покажу, как я вязала такой мужской жакет. Это классический жакет, он связан регланом сверху, на пуговицах. Очень хорошо тянется. На моем канале есть уже видео по этому узору, где я показывала текущий процесс. Ссылочку я оставлю. Там я подробно показала, как вязать узор. На рукавах также узор и заканчивается резинкой. Жакет связан на размер 50-52. Размеры, значит, скажу, длина его 66 сантиметров, ширина примерно 53 сантиметра. Но он очень хорошо растягивается, поэтому здесь, если потянуть, еще больше растянется. Рукава. Длина рукава я измерила от плеча и до конца манжета 77 сантиметров. А по внутренней части рукава длина 53 сантиметра. Длина регланной линии по спинке 32 сантиметра. Вязала я его из пряжи Гималая Everyday New Tweed 100% акрил антипилинг. Эту пряжу я показывала уже в обзоре по ссылке, когда получила ее из интернет-магазина Мир Вышивки. И оставлю ссылку на сам магазин, а также вы найдете ссылку на промокод, которым вы можете воспользоваться и получить 10% скидку на первую покупку в интернет-магазине Мир Вышивки. Проходите в инфобокс и пользуйтесь. Итак, пряжу я сказала, колор 75-125, в 100 граммах 200 метров. Здесь рекомендуют спицы 5 миллиметров, я вязала на спицах 4 миллиметра. И, в общем-то, довольно мягко получилось. Я думаю, что при моей, по крайней мере, плотности вязания, я вяжу очень свободно, мне этого было достаточно. Пряжи ушло 550 граммов. После ВТО размеры не изменились. Я стирала его в стиральной машине при 30 градусах, отжим 800 оборотов. Стирала обычным порошком с добавлением, немного добавила кондиционер. Я обычно так стираю, хотя пряжа, по-моему, разрешается 40 градусов. Да, разрешена стирка при 40 градусах, но я стирала при 30. А образцы, на моем канале есть также обзор на эту пряжу. Образцы я стирала при 40 градусах, и также размеры образцов не изменились. Поэтому думаю, что можно и при 40 градусах вполне стирать. Сушила в горизонтальном положении на полотенце, разложила. И практически, когда уже был сухой, я его перевесила на спинку кресла и досушила. Все, вяжется он очень просто. Вывязан росток по рукавам, а дальше уже по горловине набираются петли в процессе вязания. Это все вы сможете увидеть, если посмотрите сам процесс его вязания. Поэтому, если заинтересовал такой жакет, предлагаю посмотреть это видео дальше. Перед началом расчетов необходимо связать образец лицевой гладью и определить плотность вязания. Мои расчеты такие. В моем образце в ширину 20 петель равно 10,5 сантиметров и в длину 12 рядов 5,5 сантиметров. Я рассчитывала на горловину, исходя из ширины 52 сантиметра. Сначала буду рассчитывать по кругу, потом уже корректировать. Итак, на 52 сантиметра я определяю, сколько мне нужно петель. Для этого я использую размеры своего образца и 20 петель делю на 10,5 сантиметров. И затем умножаю на нужные мне 52. Получается 99,04, округляю до 100 петель. Отсюда я буду делать расчет. Теперь нужно рассчитать на реглан.
распределить. От этих 100 петель я отнимаю 8 петель для регланных линий. Каждая регланная линия у меня будет 2 петли. 4 регланные линии, всего 8 петель. Отнимаю, значит, 8 эти петель, получается 92 петли. Эти оставшиеся 92 петли я делю на 3 части. На спинку, на переднюю часть и на рукава. Я распределила так: 30, 30 и 32. Можно распределить 30, 31 и 31, например. Я остановилась на этом. И теперь буду распределять петли для ростка. Итак, вот моя горловина. 4 регланные линии, на каждой по 2 петли. Это те 8 петель, которые я отнимала от 100 нужных мне петель. И теперь я распределю петли так: 30 на спинку, 30 на переднюю часть и 32 оставшиеся петли я разделю на рукава по 16 петель. Теперь нужно рассчитать по ростку. Я определилась, что у меня на рукавах росток будет вязаться только на рукавах, так как горловина будет V-образная, будет 4 точки разворота. Это я определила из опыта, исходя из толщины пряжи. Здесь будет вполне достаточно 4 разворота, поскольку горловина V-образная и слишком высокий росток здесь не нужен. Значит, 4 точки разворота, значит, я отнимаю от рукава 4 петли. Получается 12 петель. Так на каждом рукаве. Так как развороты будут на каждом рукаве. Теперь эти 8 петель, которые я отняла от рукавов, я прибавлю к передней части, так как росток будет вязаться и по спинке в том числе. Значит, 4 и 4 – 8. Получается 38 петель. Теперь мне нужно вычесть петли, которые будут, ширину планки. Так как я сначала буду вязать без планки, затем уже в конце вязания я буду привязывать по всей длине горловины планку. Я определилась, что примерно ширина моей планки будет 3,5 сантиметра. В этом количестве сантиметров у меня примерно 6 петель. Эти 6 петель планки я отнимаю. Получается, остается у меня, 38 минус 6, 32 петли. Так как у меня будет 2 половины на передней части, 2 полочки, я делю это количество на 2. И получается, что на каждую полочку у меня остается по 16 петель. Оставляем это количество, определяемся, окончательное. И теперь нужно сделать корректировку с учетом V-образного выреза горловины. Горловина будет выглядеть так. Переносим наши окончательные расчеты сюда. Значит, на спинке осталось 30, на рукавах по 12. И на каждой полочке в процессе вязания я буду прибавлять по 16 петель. Изначально со стороны полочек я петли набирать не буду именно из этих 16, но по одной кромочной я, естественно, наберу, потому что у меня будет поворотное вязание. Значит, на полочках сначала будет у меня по одной петле. Теперь определимся с ростком. 4, как я сказала, точки разворота. Их нужно рассчитать от большего к меньшему со стороны спинки. Я распределила так: 4, 3, 3,
и 2. Это эти 12 петель. На втором рукаве то же самое. 4, 3, 3, 2. И теперь можно посчитать, сколько нам нужно набрать петель для начала вязания. Складываем 30, 12 и 12. Напишу так. 30 плюс 12 рукава, 12 второго рукава, плюс 2 кромочные по одной с каждой стороны и плюс 8 петель реглана. Эти 16 петель пока сюда, естественно, не считаем, так как прибавлять я их буду в процессе вязания. Сейчас я рассчитаю, как я буду их прибавлять, пока их в начальный набор петель они не входят. Итого получается, что мне для начала вязания нужно набрать 64 петли. Теперь нужно рассчитать, как я буду прибавлять эти 16 петель. Для этого я использую свои расчеты длины моего образца. Как я сказала, у меня 12 рядов равно 5,5 сантиметров, поэтому я распределяю так. Я определила, что длина прибавок примерно будет 30 сантиметров. Потом, если мне что-то нужно будет в процессе вязания, буду примерять, может быть, буду корректировать, если меня что-то не будет устраивать. Изначально примерно я рассчитываю, через сколько рядов мне нужно прибавлять. И рассчитала так. Эти 12 рядов моего образца делю на 5,5 сантиметров и умножаю на нужные мне 30 сантиметров длины. У меня получилось 65,4. Я немного уменьшила, так как начну не с первого ряда делать прибавки. И оставила для себя, определила 64 ряда. Так как я прибавки буду делать только в лицевых рядах по горловине, я это количество рядов 64 делю на 2. Получается, что в 30 сантиметрах у меня будет примерно 32 лицевых ряда провязано. А прибавить мне нужно 16 петель. Получается, за 32 лицевых ряда 16 петель, делим 32 на 16, получается 2. То есть через один лицевой ряд я буду делать прибавки. Начну я делать прибавки не в первом ряду, чтобы немножко горловина так не резко пошла прибавляться. Начну примерно с 5-го ряда прибавлять. Не буду прибавлять через лицевой ряд. То есть в 5-м, в 7-м не буду, в 9-м, в 11-м не буду, в 13-м. Вот так через лицевой ряд. Но изначально нужно связать росток. Пока вяжем росток, петли горловины не прибавляются. И уже потом, когда росток весь будет связан, переходим на общее вязание. И здесь уже будут прибавляться петли по горловине. Итак, для начала вязания я определилась, мне нужно набрать 64 петли. Так, я буду набирать петли обычным способом и сразу распределять маркеры по регланным линиям. Так как у меня круглые, мне потом трудно будет их поместить. Если у вас булавочки, то их можно потом распределить. Набираю так, спица номер 4, одна, та, которую буду вязать, и вторая спица у меня номер 2. Это обычная прямая спица, для того, чтобы потом вязать было полегче, чем если бы я набирала на одну спицу. Итак, набираю петли. По моему расчету у меня будет одна кромочная и сразу идет регланная линия, первая, разделяющая одну полочку и рукав. Две петли регланной линии, между ними я буду помещать маркер. Значит, одна у меня сейчас кромочная, одна регланная, и сразу здесь помещаю маркер. Набираю вторую регланную. И дальше набираю 12 петель для рукава. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И снова регланная линия, 2 петли. Одну вяжу петлю, помещаю маркер, и вторая петля. Это регланная линия между рукавом и спинкой. И так далее. Дальше набираю 30 петель на спинку. Итак, набираю все петли, необходимые мне 64, и помещаю маркеры в регланных линиях. Так, я набрала все петли, и теперь распределю маркеры по точкам разворота на рукавах. Я определилась, что у меня 12 петель разделены на 4, 3, 3 и 2, так и помещаю маркеры. Значит, 2 петли регланной линии пропускаю после спинки. Вот петли рукава. И распределяю 4 петли. Три. Три. И 2. Остаются 2 петли регланной линии и кромочная. Также точно на втором рукаве. Так как планка у меня будет вязаться, как я сказала, в конце уже вязания, я начинаю сразу вывязывать реглан и росток с первого ряда. Провязываю петли рукава, спинки и до первого маркера в лицевом ряду. При этом я буду сразу же прибавлять петли по регланным линиям. Провязываю кромочную, и теперь сразу делаю прибавку по этой регланной линии. Прибавку делаю скрещенным накидом. Провязываю 1 петля регланной линии, маркер, 2 петля регланной линии и также делаю прибавку. После регланной линии набрасываю с обратной стороны. Дальше провязываю все петли рукава. Это лицевой ряд, здесь все петли лицевые. Следующая регланная линия. Также делаю прибавки. Перед регланной линией провязываю регланную линию и после регланной линии. Можно делать из протяжки прибавки. Дальше провязываю все петли спинки. Это 30 петель. Подхожу к следующей регланной линии и также делаю прибавки. Перед регланной линией набрасываю накид, провязываю регланную линию 2 петли и после регланной линии скрещенный накид. И теперь идем к первой точке разворота. Это 4 петли по моему расчету. 1, 2, 3, 4. Первый маркер убираю.
Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Петлю снимаю на правую спицу и завожу рабочую нить назад. Подтягиваю ее хорошо, и у меня на спице образовывается 2 петли. Дальше все петли провязываю изнаночными. Добавленную петлю перед регланной линией провязываю за переднюю стенку, затем петли регланной линии и петля, наброшенная скрещенный накид после регланной линии, которая провязываю за заднюю стенку изнаночной. И так провязываю все петли спинки изнаночными петлями, добавленные петли по регланной линии и довязываю до первого маркера с этой стороны. Подхожу к первой точке разворота по изнаночной стороне, также 4 петли. Маркер убираю, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Нить перед работой. Перевожу петлю на правую спицу, снимаю и тоже нить завожу назад. Подтягиваю. И тоже из одной петли получается 2. Теперь провязываю лицевой ряд в обратную сторону. Так как это лицевой ряд, здесь делаю прибавки по регланной линиям. Перед регланной линией, регланная линия и после регланной линии. Провязываю все петли спинки. Дошла до регланной линии, также делаю прибавки перед регланной линией, 2 петли регланной линии и после регланной линии. Дальше провязываю петли, пришла к двойной петле, на которой я разворачивалась, ее провязываю за обе нити, заводя внутрь за обе нити лицевой петлей. Дальше следующие 3 петли до маркера по моему расчету провязываю лицевыми, маркер убираю и разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Также нить перед работой, переснимаю петлю на правую спицу, нить рабочую завожу назад и подтягиваю, чтобы образовалось 2 петли. И провязываю весь ряд изнаночными петлями, так же как второй, провязывая петли по регланным линиям до регланной линии за переднюю стенку. А после регланной линии за заднюю. Провязываю все петли спинки и довяжу до двойной петли точки разворота. Подошла к двойной петле. Ее также провязываю изнаночной, захватывая обе нити. Вводя спицу под 2 нити, провязываю изнаночной петлей, так же как все остальные. И дальше теперь с этой стороны тоже 3 петли до следующего маркера, вторая точка разворота.
3. Маркер убираю. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. Нить перед работой, петлю снимаю на правую спицу, нить подтягиваю назад. 2 петли из одной образовались, продолжаю вязание лицевого ряда. В лицевом ряду делаем прибавки по регланным линиям. Перед регланной линией и после. Провязываю петли спинки, делаю прибавку на следующей регланной линии и довяжу до следующей двойной петли. Довязала. Двойная петля под обе нити, провязываю лицевой. Следующие 3 петли по моему расчету: 1, 2, 3. Маркер убираю, разворачиваю на изнаночную сторону и также снимаю петлю, подтягиваю нить за спицей, чтобы получилось 2 петли. И провязываю весь ряд изнаночными петлями до следующей двойной петли. То есть провязываю рукав, спинку и до следующей двойной петли провяжу самостоятельно. Двойную петлю под обе нити провязываю изнаночной. И вяжу следующие 3 петли до маркера: 1, 2, 3. Маркер убираю, разворачиваю на лицевую сторону. Нить всегда перед работой при развороте. Снимаю петлю и завожу, подтягивая нить за работу. Образовалось 2 петли, продолжаю вязание. Все петли лицевые. И здесь в лицевом ряду не забываем делать прибавки по регланным линиям. Перед регланной линией и после. Провяжу все петли спинки, сделаю прибавку на регланной линии и довяжу до двойной петли. Двойную петлю по лицевой стороне провязываю лицевой, заводя спицу под обе нити. И остается по лицевой стороне 2 петли. Последняя точка разворота по лицевой стороне. Маркер убираем. Здесь накид перед регланной линией не делаем в этом лицевом ряду. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И продолжаем вязать. Первую снимаем, нить подтягиваем, образовываем двойную петлю. И провязываю весь ряд изнаночными петлями. Петли рукава, спинки и до следующей двойной петли. Двойную петлю провязываю за обе нити изнаночной, и осталась последняя точка разворота, также 2 петли: 1, 2. Последний маркер убираю. Ряд до конца не довязываю, разворачиваю.
Также делаю двойную петлю и провязываю этот ряд, делая прибавки по регланным линиям, весь лицевыми петлями, и этот ряд уже я довязываю до конца. Здесь уже точек разворота нет. Я сейчас довяжу рукав, сделаю прибавки, провяжу спинку, сделаю прибавки по регланной линии, провяжу второй рукав до двойной петли и подключусь. Провязываю двойную петлю. И дальше следует регланная линия. Этот ряд, как я сказала, довязываю до конца, и здесь также делаю прибавки. Перед регланной линией провязываю 2 петли регланной линии, и после нее делаю прибавку, и последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. И теперь петли у нас выровнялись, так как в начале вязания на первой регланной линии я уже делала прибавки. Теперь количество петель одинаковое. Провязываю следующий ряд изнаночный, также от начала до конца, весь изнаночными петлями. Росток вывязан, и дальше уже в работе будут все петли. Я буду вязать лицевые и изнаночные ряды на всех петлях, делая в лицевых рядах прибавки по регланным линиям, изнаночные ряды просто провязывая изнаночными петлями. И дальше уже буду делать прибавки по горловине. Сейчас я росток закончила, и дальше начинаю отсчет с первого ряда. Мне так будет проще считать по прибавкам по горловине. Итак, первый ряд на всех петлях, который сейчас у меня будет, провяжу лицевыми, делаю прибавки по регланным линиям, изнаночный ряд провязываю изнаночными, второй, затем провязываю также третий лицевой с прибавками по регланным линиям, провяжу четвертый изнаночными петлями, и в пятом ряду начну делать прибавки по горловине. И в пятом ряду я подключусь и покажу, как я буду делать эти прибавки. Так, я 4 ряда провязала, и теперь в пятом ряду я буду делать первую прибавку из 16 по горловине. Прибавку буду делать, отступив одну петлю в начале ряда после кромочной и за одну петлю в конце ряда перед кромочной. Делать буду так. Значит, это пятый ряд у меня, как я сказала. Кромочную снимаю, первую петлю просто провязываю лицевой. И дальше из протяжки, между петлями протяжка, сделаю прибавку. В начале ряда делаю ее так. Петлю, вернее спицу завожу назад и поднимаю протяжку на спицу. Еще раз показываю. Правую спицу завожу сзади и вот так набрасываю. И провязываю ее за заднюю стенку, чтобы получилось скрещенное. Таким образом наклон влево получается. И дальше вяжу как обычно, делая прибавки по регланным линиям, так как это лицевой ряд. Довяжу сейчас до конца ряда, и в конце ряда покажу вторую прибавку. В конце ряда, когда осталось 2 петли на левой спице, делаю вторую прибавку. В этот раз я подхватываю протяжку между нитями спереди и также набрасываю ее на спицу. Еще раз. Спереди подхватываю, набрасываю на спицу и провязываю за переднюю стенку.
Получается наклон вправо. Предпоследнюю петлю лицевой, последнюю кромочную, изнаночную. И таким образом я буду делать прибавки, как я рассчитала, через один лицевой ряд. Сейчас сделала в 5, следующую в 9, затем в 13, в 17, 21 и так далее. И так горловина будет прибавляться. Буду провязывать всю высоту реглана, не забываем делать прибавки в лицевых рядах по регланным линиям, а через ряд по горловине. Я провяжу на всю длину, сколько мне будет нужно, примеряя на мужа, и скажу, сколько рядов у меня получилось, и дальше покажу, как я буду вязать. Так я провязала после ростка 50 рядов. Мне этого достаточно. Я сняла на дополнительные спицы еще, чтобы проверить все размеры. И сейчас мое вязание выглядит так. По петлям. На спинке у меня 90 петель, на полочках по 39 и на рукавах по 68 петель. Теперь я буду соединять спинку и полочки и снимать на дополнительные нити петли рукавов. И также я буду дальше переходить на узор. 2 ряда я сейчас провяжу еще лицевой гладью, и со следующего ряда я уже буду переходить на узор. Так вяжем соединительный ряд. Сначала я провяжу все петли полочки в начале ряда. Здесь я буду просто вязать лицевые петли. Здесь у меня прибавок нет. В предыдущем лицевом ряду по горловине у меня была прибавка. Здесь я не делаю в этом ряду, так как прибавки делаю через ряд. Довяжу до регланной линии и буду снимать петли рукавов. Вот регланная линия. Одну петлю от регланной линии, здесь прибавок уже в этом ряду не делаем. Просто одну петлю от регланной линии переснимаю, она останется на полочке, а вторая петля на спинку, на рукав. Теперь мне нужно снять все петли рукава на дополнительную нить. Я беру дополнительную нить, крючок у меня 2,5. Сначала сделаю небольшую цепочку, чтобы закрепить. И снимаю петли, провязывая столбики без накида. Ввожу крючок в петлю, вытягиваю нить и провязываю через 2 петли столбик без накида. И так каждую петлю. В петлю 2 петли вместе, в петлю нить, снимаю и провязываю 2 вместе. Снимаю все петли рукава и продолжаю вязание. Одну петлю регланной линии также провязываю к рукаву. Вторая петля пойдет на спинку. Теперь я закреплю нить, провяжу несколько воздушных петель и обрезаю нить. Все, рукав пока в работе участвовать не будет. Возвращаемся к тому месту, где остановились. Теперь нужно набрать петли подреза. У меня это будет 10 петель. Набирать буду так, как я делала накиды после регланной линии. То есть вот так. 2 и подтягиваю.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И перехожу провязывать петли спинки. Провязываю все петли спинки также до регланной линии. Одну петлю регланной линии также оставляю на спинку и снимаю петли второго рукава. Беру нить, провязываю несколько воздушных петель и снимаю. Так, я сняла петли второго рукава и осталось провязать петли второй полочки, а также сделать подрез. 10 петель набираю таким же способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провязываю петли второй полочки. Довязываю этот ряд до конца и в изнаночном ряду провязываю весь ряд изнаночными петлями. Петли подреза также провязываю за переднюю стенку изнаночными петлями. Я провязала 2 ряда, и со следующего ряда я буду переходить на вязание узора. Здесь нужно пересчитать все петли, так как узор должен быть, значит, количество петель для узора должно быть кратно 4 плюс 1. На спицах должно быть количество петель кратное 4 плюс 1. У меня получилось количество петель сейчас 192 петли. И получается, что у меня 3 петли лишние. Здесь 2 варианта. Можно 3 петли убавить или 1 прибавить, чтобы получилось нужное количество петель. Я буду убавлять эти петли. Я убавлю по 1 петле в районе подрезов, будет 2, и 1 петлю в центре спинки в ходе провязывания узора. Также по краям полотна я буду провязывать в начале ряда и в конце 1 кромочная и 1 лицевая. Значит, кромочная, лицевая, в конце ряда лицевая, кромочная. А все остальные петли будут задействованы в узоре. Кроме этого, у меня не закончились еще прибавки по горловине. Мне осталось прибавить еще 4 раза. В этом ряду, предыдущем я не делала прибавку, уже нужно делать прибавку мне. Значит, кромочную снимаю. Следующая петля лицевая. 1 петлю прибавляю для прибавок V-образного выреза. Прибавлю ее и провяжу лицевой петлей. И дальше перехожу на узор. 4 петли изнаночная петля, 3 лицевых.
Это раппорт узора. Изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевые. И так провязываю до конца ряда. Не забывая убавить свои 3 петли. Если вы будете прибавлять петли, также можно прибавить в районе подрезов и по спинке. Сейчас я довяжу до подреза и покажу, как. Убавки лучше делать лицевыми. Не там, где изнаночная петля провязывается, а там, где лицевые. Три лицевые. И вот петли подреза. Теперь изнаночная. Провяжу 3 лицевые. Изнаночная. 1 лицевая. И следующие 2 я провяжу вместе лицевой. Пересниму петли так, чтобы они были задней стенкой. И провяжу их вместе лицевой за заднюю стенку. Это 2 лицевая, 3. Все, 1 петлю я убавила. Таким же способом я убавлю 1 петлю в центре спинки и 1 петлю в районе 2 подреза. В конце ряда, если вы все правильно рассчитали, у вас должно закончиться так. 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 петли остается. Здесь также, как и в начале ряда, добавляем 1 петлю по горловине для выреза горловины лицевой. Предпоследняя петля лицевая, последняя изнаночная. Изнаночный ряд, 2 ряд провязываем так. Кромочную снимаю, 1 петля изнаночная. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. 4 петля изнаночная. И чередуем. 3 лицевые, 1 изнаночная. Так же, как в первом ряду узора. 3 лицевые, 1 изнаночная. В конце ряда 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. И так будут чередоваться эти 2 ряда узора. При этом, если вы также не закончили прибавки по горловине, вам нужно будет добавлять петли. Я сейчас 1 прибавила, и у меня осталось еще 3 прибавки через ряд. В следующем ряду у меня не будет. В следующем я опять буду делать прибавку и вводить эту прибавленную петлю в узор. Смысл узора очень простой. Чередуются эти 2 ряда. При этом чередуется 3 лицевые и 1 изнаночная на протяжении всего и лицевого, и изнаночного ряда. Меняются петли так. Вот идет сейчас провязано у меня с этой стороны, если смотреть с лицевой, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. В этом ряду я буду провязывать так. Там, где лицевая, по краям от нее тоже лицевые петли. То есть изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые. Центральная лицевая будет идти, и по краям от нее по 1 лицевой петле. Давайте еще раз я сейчас покажу. Крайняя петля после кромочной всегда будет лицевой. И в конце ряда точно так же. Перед кромочной она тоже провязывается лицевой. Эти петли в узоре не участвуют. Остальные все вводятся в узор. Сейчас у меня вот 1 лицевая петля идет. Значит, рядом с ней должна быть тоже лицевая петля.
а между лицевыми должна быть одна изнаночная. У меня получается теперь так, что я должна провязать одну лицевую, одну изнаночную, и дальше вот центральная петля лицевая, 3 лицевых. 1, 2, 3. И опять изнаночная, 3 лицевые. Всегда лицевая, она в центре. Там, где 3 лицевые, лицевая, провязанная в предыдущем ряду, она будет в центре этих 3 лицевых. Также провязываются и лицевые, и изнаночные ряды. И по краям, как я сказала, провязывается по одной лицевой и кромочной. Все, теперь я буду провязывать так, чередуя эти 2 ряда на ту длину, которая мне необходима. Итак, я провязала всю длину жакета. Всего узором я провязала 96 рядов, затем перешла на резинку 2 на 2 и провязала 14 рядов резинки. Петли закрыла обычным способом в ритме резинки. То есть, если идет лицевая, провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Если идет изнаночная, провязываю ее изнаночной и также протягиваю через предыдущую. И также я прибавила по горловине через лицевой ряд точно так же еще 4 петли. И всего я прибавила по горловине, как у меня было изначально по расчету, 16 петель с каждой стороны. И дальше уже вязала ровно. И связала один рукав. Рукав также вязала узором, затем перешла на резинку и закрыла петли. На примере второго рукава я сейчас покажу, как вязала рукав. Сначала я пересниму все петли с дополнительной нити. Переснимаю на спицу все петли, подхватывая за одну стенку каждую петлю. И также из подреза, когда я соединяла спинку с полочками, я набирала 10 петель здесь, и также для рукава я подниму эти 10 петель и провяжу 2 ряда лицевыми петлями по кругу. Затем перейду на узор и покажу. Я перенесла все петли с дополнительной нити на спицу и по подрезу набрала 10 петель. На каждую спицу по 5 петель. Начало вязания, середина подреза. И провязала 2 ряда лицевыми петлями по кругу способом Magic Loop. Сейчас у меня на спицах 80 петель. Это 70 петель, которые я сняла с дополнительной нити, и 10 петель подреза. И теперь начинаю вязание узора. Так, первый ряд узора. Начинаю так: 2 лицевые, 1 изнаночная. И дальше чередую 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. И так до конца ряда. Заканчивается ряд. 3 лицевые, 1 изнаночная и 1 лицевая. У меня количество петель кратно 4. Если у вас количество петель не кратно 4, то лишние петли нужно при переходе на узор убавить или прибавить, чтобы было кратно 4. Второй ряд узора и все четные ряды будут провязываться так, как я сейчас покажу. В круговом вязании этот узор немного отличается.
чем поворотными рядами. Подробно, как вязать этот узор и поворотными рядами, и по кругу есть видео на моем канале, я оставлю ссылку. Итак, второй ряд. 1 лицевая петля, 3 изнаночные, 1, 2, 3. 1 лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И так до конца ряда. Лицевая, 3 изнаночные. Разница в том, что здесь чередует, в нечетных рядах чередуется 3 лицевых, 1 изнаночная, а в четных рядах 1 лицевая и 3 изнаночные. Запомнить этот узор также легко. 1 лицевая дорожка будет провязываться лицевой петлей. По краям от нее изнаночные петли. 1 лицевая, 3 изнаночные. То есть в данном случае средней петлей будет изнаночная петля. Там, где изнаночная, по краям от нее тоже должны быть изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные. Довязываю до конца ряда. В конце второго ряда лицевая и 3 изнаночных. И дальше я буду делать убавки в начале и в конце ряда, в каждом 8 ряду, начиная с 3-го ряда. Сейчас будет у меня 3-й ряд, я сделаю первую убавку, и дальше буду убавлять в каждом 8 ряду. Так, 3-й ряд. Убавлять буду так. В начале ряда после первой петли, то есть первая петля, она участвовать в убавках не будет. После первой петли и последние 2 петли в конце ряда. Сейчас покажу. Значит, первую всегда я вяжу лицевой. Это средняя петля, лицевая дорожка. Следующие 2 провязываю так, как следует по узору. То есть сейчас мне нужно провязать 3 лицевые, 1 изнаночная, и эта петля будет убавлена. Значит, я убавлю ее изнаночной, так как должна быть провязана 3-я петля. Изнаночная. И дальше все по узору. 3 лицевых. Когда идет лицевая петля, следующий после первой, тогда лицевой провязывать. В конце 3-го ряда 3 лицевые, осталось 2 петли недовязанными, их провязываю тоже изнаночной, так как следует по узору. То есть 3 лицевые, 1 изнаночная по узору, значит, я ее провязываю изнаночной. Когда будет следующая убавка, я буду провязывать той петлей вместе, которая идет по узору. То есть если нужно провязать следующую петлю лицевой, я провязываю 2 вместе лицевой. Если по узору ее нужно провязать изнаночной, то я последнюю петлю провязываю вместе изнаночной. Точно так же в начале ряда. Но в начале ряда не крайние 2 петли, а после первой. Первая петля в каждом ряду, во всех и четных и нечетных, именно первая петля ряда будет провязываться лицевой, а дальше как следует по узору. И дальше провязываю, чередуя эти 2 ряда, первый и второй, делая убавки, как я сказала, в каждом 8 ряду, то есть в 3-м, 11-м, 19-м и так далее. На первом рукаве я делала также в каждом 8 ряду убавки. И последняя убавка у меня получилась
Так, в 115 ряду всего я сделала, начиная с третьего ряда по 115 ряд, 15 убавок. Итого я убавила 30 петель. Осталось у меня после последней убавки 50 петель. Я перешла на резинку 2 на 2 и при этом еще раз убавила 2 петли, по одной в начале и в конце ряда. И дальше оставшиеся 48 петель я вязала резинкой 2 на 2 14 рядов. Петли закрыла эластичным способом. Сейчас я точно так же провяжу второй рукав и покажу. Так, второй рукав тоже полностью готов. Всего узора я провязала 118 рядов. Как я сказала, последнее убавление сделала в 115 и потом еще 3 ряда провязала. Затем перешла на резинку. В первом ряду резинки убавила еще 2 петли и провязала 14 рядов. Закрыла петли эластичным способом иглой. Этот способ есть подробно видео на моем канале по этому способу закрытия, и я оставлю ссылку. Сейчас хочу внутри показать, как выглядят убавки. Вот, как я говорила, средняя петля идет. Это первая петля ряда, которая всегда провязывалась лицевой, а по краям к ней идут уже убавки. И так сужается узор. И она до конца, эта первая петля, вяжется лицевой. Все, теперь осталось связать планку. Я отметила на полочках петлю, где у меня началось прямое вязание, то есть где закончились убавки, прибавки. Вот я прибавляла и дальше уже вязала по прямой. Отметила на одной полочке и на второй полочке кромочную петлю, где началось прямое вязание. Для чего сейчас покажу, когда буду набирать петли для планки. Так, петли для планки набираю, начиная от низа правой полочки. Это правая полочка. И начинаю поднимать петли. Поднимать буду из кромочной. Из каждой кромочной петли. Следующим образом. Беру рабочую нить. Из первой кромочной поднимаю 2 петли. Одну петлю за заднюю стенку и одну за обе. Так. Первая петля за заднюю стенку, и затем подхватываю уже обе стенки этой петли и вытягиваю вторую петлю. И следующей кромочной за обе стенки одну петлю, и следующей снова 2. За заднюю стенку кромочной и за обе этой же кромочной. 1, 2. Дальше провяжу 2 уже из третьей кромочной. То есть из первой вяжу 1, из второй 1, а из третьей 2. Также за заднюю стенку, затем за обе. И так буду чередовать. Из второй, из третьей, поднимая по 2 петли. Из второй, из третьей. Еще раз показываю. Из одной 1, из второй 2. 1, 2. Теперь 3. Из одной 1, из второй 1, из третьей 2. И продолжаю из второй, из третьей. Одна, 2. 1, 1 и 2.
Так набираю до маркера. Так, подхожу к маркеру. У меня получилось 1 из 2. И независимо от того, здесь получится двойная петля или не получится возле петли с маркером, все равно в эту петлю угловую нужно провязать 2 петли. То есть из нее вывязать 2 петли. 1, 2. Я пока оставлю здесь тоже маркер, что это угол. И дальше начинаю набирать симметрично этому углу. То есть так, как я закончила. Закончила я тоже двойной петлей. То есть 2 петли. Затем 1. И прибавка. И продолжаю набирать. Значит, 1, 2. 1, 1 и 2. 1 и следующий 2. Дальше 1 петля, 1 петля и следующие 2. И так чередую из второй, то есть второй, то есть третий, поднимая по 2 петли. Точно так же на втором маркере провяжу в угловую 2 петли. По горловине спинки набираю петли из каждой петли начального ряда. Здесь есть такие горизонтальные перемычки. Можно в раскол петли набирать, но я набираю перемычку начального ряда. Зацепляясь за одну стеночку переднюю. И также точно поднимаю петли по рукавам. Так я набрала все петли по полочкам, по рукавам, по горловине. В общем, по кругу от края одной полочки до края другой полочки. Всего у меня получилось 298 петель. Еще по 2 петли на углах в районе маркера я прибавлю. У меня получится 302 петли. Во втором ряду я начинаю вязать резинку. За минусом кромочных у меня останется на резинку 300 петель. Это количество петель делится на 4, чтобы ряд начинался и заканчивался одинаково. Мне нужно провязать так. Кромочную снимаю, первую петлю провязываю изнаночной. А дальше чередую 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так довязываю до маркера. Довязываю до маркера 2 изнаночные, 2 лицевые и прибавлю по краям за одну петлю до маркера по одной петле. Значит, 2 лицевые, накид заменяет одну изнаночную, вторая изнаночная. Еще один накид заменяет одну лицевую, вторая лицевая. И дальше продолжаю чередовать 2 изнаночные, 2 лицевые.
Маркеры я уже убираю. Точно так же я прибавлю по краям в районе второго маркера 2 петли. И больше прибавок делать не буду. Дальше я буду провязывать резинку 2 на 2. Провяжу 5 рядов. И в 6-м покажу, как буду делать петли для пуговиц. Я провязала 5 рядов резинки. И в 6-м ряду сейчас буду делать пуговицы. У меня будет 4 пуговицы. На каждую у меня идет по 2 петли, и между пуговицами 18 петель. Пуговица 18 петель, пуговица 18 петель. Итак, 4. От начала я отступаю 6 петель. Так, это 6-й ряд. Провязываю первые 6 петель по узору. И из следующих 2 петель я буду вывязывать петлю для пуговицы. За переднюю стенку подхватываю 2-ю петлю и протягиваю через нее 1-ю. Снимаю со спицы. Эту петлю возвращаю на спицу. И еще раз за переднюю петлю подхватываю сначала 2-ю петлю и через нее протягиваю 1-ю. Возвращаю ее на спицу. И теперь 2 петли добираю скрещенным накидом. 1, хорошо подтягиваю, и 2. И дальше провязываю по узору. Провязываю 18 петель и снова также точно сделаю отверстие для пуговицы. В следующем ряду эти накиды провяжу также по узору. Так я сделаю 4 петли и провяжу еще, это 6-й ряд, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, еще 4 ряда. Вся планка у меня будет составлять 10 рядов резинки. Все 10 рядов резинки провязаны, вернее планки. Первый ряд наборный был лицевыми петлями и 9 рядов резинки. Закрывать буду, как смотрят петли, обычным способом, путем протяжки. 1-ю петлю снимаю, следующая у меня идет лицевая. Провязываю ее лицевой и протягиваю через предыдущую петлю. Дальше по узору 2 изнаночные. Провязываю 1 изнаночную, протягиваю через предыдущую и 2 изнаночную, протягиваю. И так по узору: лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. Дальше изнаночные. Изнаночная, протяжка. И так закрываю все петли. Так, я закрыла все петли и пришила 4 пуговицы. И все, жакет готов. Предлагаю вам тоже связать такой жакет своим сыновьям, мужьям, братьям или просто друзьям. Благодарю всех за внимание и до встречи в новых видео.